Всем привет! Вы на канале Путешествия гедонистов. Мы находимся в Северной Корее. На горнолыжном курорте Масикрён. И это самый роскошный курорт в стране. Здесь отдыхают очень непростые корейцы и простые русские. В этом видео вы узнаете, что представляет из себя каталка в самой закрытой стране мира, чем здесь кормят и как отдыхают. Ну что, погнали? Масикрён. Проезжаем мимо домиков, где живет персонал. Выровненные сугробы. Они их сюда притащили. Это второй корпус. Заселяемся в отель. Он, конечно, роскошный. Все по высшему разряду. Крыша ресепшена – это на самом деле объемная карта склонов. Вам выдают вот такую карту, на которую вы кладете деньги, и дальше можете расплачиваться везде на курорте. За скипасы, пиво, за кофе, какие-то услуги, там бассейн или парикмахерская – это ваша платежная карта. Иностранцам выделили целый 6-й этаж. Кроме нас здесь никого нет. А вот на других этажах живут корейцы. Итак, рум-тур нашего номера. Начнем с санузла. Просторного, с душевой кабиной, туалетом и полноценной ванной. Все мыльно-рыльные принадлежности в наличии. И шампунь, и бальзам, и гель для душа. Тут у нас есть чашки, чайник, ведерко для льда, стаканы, бокалы, меню рум-сервиса и, собственно, сам номер в стиле уютного альпийского шале. Даже вот наверху есть такие балки стилизованные. 2 кровати, соединенные в одну. И у нас здесь имеется балкон. Вот с таким видом. На трассы и второй корпус отеля. Снега маловато. Похоже, он здесь весь искусственный. Карта трасс. Их всего здесь 10. Мы пытаемся разобраться в ценах. И пока ничего не понятно, но очень интересно. Все, мы разобрались. Это цены за полный комплект плюс скипас. То есть вы берете там либо лыжи с одеждой, сноуборд с одеждой, плюс скипас на нужное количество часов и платите вот одну из этих сумм. Но если у вас свое оборудование есть, как вот, например, у нас есть все, кроме самого сноуборда, то мы покупаем отдельно скипас и просто сноуборд. Вот сегодня мы на 4 часа хотим взять, значит, заплатим $26 плюс 12 за сноуборды. Арендовать здесь можно абсолютно все, вплоть до такой мелочи, как перчатки и маска. Ну и, понятное дело, одежду тоже можно взять в аренду. А это цены на то же самое, только в корейских вонах. Если считать по реальному курсу, а не по официальному, то цены для иностранцев примерно в 4 раза дороже, чем для местных. Ски-рентал находится прямо в отеле. И лыжи, и сноуборды, все есть в наличии. Фирмы разные. Вот у меня, например, сноуборд был хедовский. Оборудование новое. Нас, иностранцев, без очереди посадили. Корейцев к нам не подсаживали. Не-не, туда нельзя. Тут можно посмотреть, как вешают кабинку на трос и сразу сажают людей. Да, все вручную. Вот тут склад кабинок. Вручную их подвозят, помогают положить лыжи и дальше уже на рельсы сажают. Смотрите, какой большой Паша и какая маленькая кабинка. Кабинки здесь, понятное дело, не корейского производства, они импортные. И наверняка вы задаетесь вопросом, а как вот такая техника в обход санкций попала в КНДР? Да все просто. Есть фирма, которая специализируется на выкупе списанных подъемников где-нибудь там в Альпах. Они выкупают бэушное оборудование и перепродают на какие-то другие курорты. Например, в Кыргызстане мы видели подъемники из 3 долин, а здесь подъемник из Ижгля. Какая схема получилась в Северной Корее? У вот этой компании, другая компания, китайская, выкупила оборудование
и потом перепродала в Северную Корею. И вот так в самой засанкционированной стране мы спокойно катаемся на европейских подъемниках. Поднялись на самый верх. Курорт реально большой. Вот это все трассы, но, к сожалению, снега нет. Подростки пришли. Улыбаемся и машем. О! Раскатываемся. Паша вон уже поехал. Но мы катаемся не одни. И я говорю не про туристов. С нами товарищи, которые следят, чтобы мы здесь не убились. Но на самом деле их уровень катания ниже, чем наш. И один из них так сильно упал, мне было за него страшно, что теперь за ними слежу я, чтобы не убились они. Вот так мы друг за другом следим. 괜찮아요? 괜찮아요. Слушай, корейцы суровые. Мне кажется, оператор вообще первый раз в жизни на лыжи встал на таком склоне. Капец, бедняга. Как он там не переломался. По безопасности, я думаю, вам все понятно. А теперь давайте поговорим про сервис и сам курорт. Первое, что сразу подкупает, это восточноазиатская вежливость и трепетное отношение к гостям. Абсолютно каждый сотрудник курорта встречает вас с поклоном. И неважно, что вы виделись с ним до этого 10 раз. А все потому, что почтительное отношение – это часть корейского этикета. В общем, здесь ты чувствуешь себя самым желанным гостем. И это касается обеих Корей, как северной, так и южной. Но вернемся к горнолыжке. Она в Масикрёне весьма немаленькая. 10 трасс, 3 из которых синие, 6 красных и 1 черная. Общая их длина составляет 17,5 километров. Есть даже трасса с подсветкой для вечернего катания. На курорте 9 подъемников. 1 гондола, 6 кресельных открытого типа, 1 бугель и 1 бэби-лифт. Самая высокая точка Масикрёна – 1363 метра, а перепад высот – 710 метров. Ну что, тоже захотелось здесь отдохнуть? О том, как попасть в Северную Корею, вы можете узнать в моем телеграм-канале. QR-код на экране, ссылка на пост в описании. А еще я там выкладываю много полезностей для путешественников. Так что подписывайтесь и планируйте свой следующий отпуск. Минусы и странные нюансы, конечно, тоже были в Масикрёне, но о них ближе к концу выпуска. А сейчас давайте поговорим о тех, кто здесь отдыхает помимо иностранцев. Первая и самая многочисленная категория туристов – это обычные люди, кого в Масикрён свозят на автобусах. Это могут быть либо дети из пионерского лагеря Сандавон, аналога советского Артека, либо работяги, которых предприятия привезли на корпоратив. Приезжают они одним днем и в отеле на горе не живут. Вроде воскресенье было вчера, но я бы не сказала, что количество людей сильно уменьшилось. Новичковый склон, он вообще битком. И это сами корейцы катаются, вот детей привезли. Я вообще ожидала, что кроме нас здесь других людей не будет, что курорт закроют. Ну, как обычно про Северную Корею пишут, все только для иностранцев. Нет, курорт построен для всех, в первую очередь для корейцев. И их здесь много, а нас всего лишь 13 человек. Маленькая группа русских. Вторая категория туристов – это спортсмены. Иностранный тренер тренирует группу спортсменов. Он объясняет по-английски, а это вот кореец-переводчик. Это не обратная съемка. Просто лыжники едут спиной. Отработка техники заднего хода. Ну и третья категория туристов – это богатые бизнесмены со своими семьями, а также золотая молодежь. Самый люкс, он находится здесь, в Масикрёне. И люди отдыхают тут совсем непростые. Я имею в виду тех, кому по карману жить в этом отеле. Я никогда не видела настолько заряженных, упакованных северокорейцев, как здесь. Это не те люди, которые фоткают иностранцев, просятся сфоткаться вместе с ними. Нет, им нет никакого дела до нас. А еще они выглядят по-другому.
То есть к какому классу относится человек, это видно сразу по тому, как он выглядит, в каком состоянии у него волосы, кожа, как он одет. Это моментально считывается. Мы чилим после каталки. Нам показывают огромный флаг Северной Кореи, чтобы мы не забывали, где мы находимся. Какой? У ребят тут кальянчик За что? с щипчиками для льда, а курим мы из... Шланг для душа. Да, потому что шланг забыли, но шланг от душа выручил. Русские люди очень находчивые. Ближе к вечеру количество людей на трассах увеличилось. И это корейцы. И потом только увидели, что открыли... Не только одни мы здесь. Корейцы активно тоже катаются на лыжах, на бордах. Здесь есть школа. Что касается еды в Северной Корее, то ее очень-очень много. Горшочек не вари. У нас теперь всегда горячая еда. Видимо, корейцы провели работу над ошибками и перестали накрывать стол там за 2 часа до нашего прихода. Каждое блюдо нам выносят отдельно. Обычно вот такое мясо, оно заворачивается и вкусно поедается. Очень вкусно. Голубцы. Тренер по фигурному катанию был тренером там, 7 или 8 команд. Это уже какая-то русская кухня пошла. Финал нашего ужина – бибимпап с яйцом, мясом, овощами и бульончик. Будем есть бибимпап. Положу поменьше. Берем вот так 2 палочки и все это дело раздеребаниваем. У нас получается такой плов с овощами, мясом, яичком. За нашу дружбу! Ура! В 2013 году сам товарищ Ким Чен Ын посещал Масикрён. Вот эта фотография мне нравится. В отеле есть бильярд. Оп. О, хорошо. Вышли погулять под луной в компании товарища полковника, который будет отгонять от нас диких кабанов, медведей. Я ваш бодигард. Бодигард. Там склон с вечерним катанием. Включили пушки. Мы дошли до трассы, где проводится вечернее катание. Почему подъемник сейчас здесь закрыт? На этом склоне? Но он здесь работал же, да? Пушки вовсю работают. Но нас, иностранцев, на вечернее катание так вот до сих пор и не пустили. The next day. Сегодня у нас завтрак шведский стол. Вот тут блинчики свежие, яйца уже приготовили. Хлебобулки, кстати, вкусные. Вот это музыка. Соки, воды. А там корейцы. Пойдемте к корейцам. Что у нас тут? Кактуги, колбасонька, ким. О, это вот корейская закуска с желешкой из бобов и с разными панчанами. Еще у нас тут панчаны. Ну, а это уже не завтрак, это похоже на второе. Да, вот да. Ребята выбирают, спортсмены. Вам, спортсменам, нужно хорошо заправиться. Кукурузка. Это у нас что? Ага. Разные виды риса. А здесь суп. Хороший завтрак. Это прямо обожратушки. Сегодня ветрено. Трассы будут открыты не все. Беру сноуборд, а Паша берет лыжи, чтобы не скучать. Наше оборудование. Вместе с нами дети сейчас будут кататься. Ждем кабиночку. Я заметила, вот раньше всегда пропускали иностранцев вперед, ну, когда в очереди стояли простые люди. А вот заряженных корейцев не просят уступить иностранцам. Здесь такой сервис. Можно самому не ставить лыжи или доску. Сотрудник берет ваше оборудование и вставляет куда надо. Сноубордическая команда. Я что-то на лыжах. Ты в душе сноубордер. Ну, конечно. Трассы огорожены таким заборчиком,
с сеткой. И эта сетка, она держится на металлических палках. Я такого нигде не видела, чтобы вот вдоль трасс прям полноценный забор делали. Главное в этой сеточке не въезжать в нее лицом, а то лицо станет в сеточку. И вообще, когда вы катаетесь на сноуборде или на горных лыжах, в препятствие лучше въезжать снарядом. Это дополнительный уровень защиты. Паша встал на лыжи, роскошно катается. Товарищи майоры за нами ездили только в первый день. Так что сейчас мы катаемся одни, и никто за нами не следит. Из-за недостатка снега условия катания были весьма непростые. Но был еще один момент, который немного разочаровал. Что могу сказать по уровню подготовки трасс в Масикрёне? Если сравнивать с другими горнолыжными курортами, где вы были, то это 3 с минусом. Дело в том, что в стране не хватает топлива, и ратраки, они просто не успевают обрабатывать за ночь все трассы. В итоге получается, что из 4 открытых красных трасс обработана только 1, а на остальных 3 очень неприятная корка льда. И даже обработанная трасса, она все равно обработана не по всей площади, а только посередине. На обочину лучше не заезжать. На том склоне кто-то катается. Но нас туда так и не пустили. И готовили этот склон сразу несколько ратраков, в отличие от нашего. Вот отель, вот выкат со склона крутого. И здесь идет соединительная трасса, которая ведет вон к той дальней трассе с вечерним катанием. И куда нас, туристов, не пускают. Спецобслуживание. Да, там кто надо катается. Мы все время норовили сфотографироваться на фоне вот этой красивой картины с Ким Чен Ыном, но тут есть человек, который дежурит. Он следит, чтобы люди не фоткались на фоне Кима. Но мы схитрили, и нам удалось это сделать благодаря нашим гидам. Мы просто вместе с ними сюда пришли, они договорились, сказали, как нам стоять, что серьезное лицо, никаких жестов, руки по швам. И у нас есть такие роскошные фоточки. Как вам, кстати? Все ушли на обед. Утром такие толпы были, а теперь никого. На обед нам накрыли вот такой красивый стол с 3 пятнистыми оленями. Это очень мило. Первый раз посетили обед, потому что столько есть невозможно. Что у нас тут? Кимчи. Да, это прям вот то, что нужно. Обожаю. Крокетики из картохи. Картоху люблю вообще в любом виде. Отлично. Там пюре внутри. Кайф. Они такие хрустящие. Тебе повезло, ты вовремя приехал в Северную Корею, потому что вот здесь начали подавать еду горячей. После того, как ты уже поговорил с руководством КИТС, принимающей стороны. Да. Был у нас разговор с менеджментом принимающей стороны, и мы еще там один турист пожаловались на кляровую диету и на то, что все уже холодное к нашему приходу. Вот они работают над ошибками, молодцы, и все очень вкусно. Нам принесли ежики из риса и мяса в прозрачном курином бульоне. Они с черным перчиком. И это салат из Маша, да. Ну-ка, попробуем. Здесь его готовят очень вкусно. Мне нравится, какой соус они используют. Он такой с кислинкой. Еще и мясца покромсали сюда. Вообще красота. Курочка. Ну, хотя бы один кусочек я попробую осилить. Работают с собой, потому что когда вы собираетесь в компании, а если еще солнышко подпить... Отличная курица. Мягкая. И не сухая. Если вы думали, что на курице обед закончился, вы глубоко ошибались. Еще рис, яйцо и мясо. По-моему, я уже умерла от переедания. Мясо, кстати, вкусное. С
черным перцем. Но я все, с меня хватит. А еще мне тут принесли мороженку. Это наш стакан. Ух. Мы все очень старались. Насколько могли, настолько вот все съели. Есть несколько магазинчиков, где можно купить лыжи, палки, костюмы, шлемы. Лыжи ни много ни мало фиолков. А стоят они $772. Здравствуйте. Магазин, где можно купить и лыжи, и ботинки, и сноуборд, и перчатки. Но цены здесь просто космос. Вот, например, шлем $320. Это вот за 250. Варежки 180. Лыжи $590 детские. Взрослые $896 Фишер. Куртка $789. Лыжи Head $1680. А эти ребята думают, что вот так и надо, что это нормальные цены. Их это не смущает. Доски посмотрим. 1642 доска. Какая-то бёртоновская. Ботинки сноубордические $835. Лыжные $800. Обувь $241. О, а это эко. Ботинки эко $525. Реплики всяких Гуччи, Майкл Корсов $478. Майкл Корс $879. Пьер Карден $459. Это реплики, причем не самого высокого качества. Самое интересное, что мы видели здесь людей, которые вот все это покупали. Очень богатые, заряженные корейцы. На минус втором этаже отеля есть прекрасный бассейн. Людей здесь очень мало. И все, кто есть, тусуются вон в той зоне с джакузи. Сейчас сделаем заплыв. Ну все, я готова. Паша уже в воде. Погнали! Я прям кайфанула. И помимо бассейна здесь еще есть классическая сауна. Да, сауна. Я вас снимать не буду, просто покажу. Плюх! Цунами! Товарищ полковник в шоке. Рядом с зоной джакузи есть небольшой зал для фитнеса. Свободные веса тут есть. Парочка беговых дорожек, велотренажер для ног. Ну и еще один кардиотренажер. Вот, небольшой. И здесь никого нет. Мы пришли после бассейна в номер, думали, что уже раз провели уборку, больше уборки не будет. А у нас вещи были раскиданы по полу. Они все аккуратно сложили и пожелали спокойной ночи. Неловко получилось. В отеле есть комната, которая мне особенно понравилась, Recreation Room. Здесь, помимо бильярда, есть всякие разные настольные игры. Это корейские шахматы, ну, аналог китайского шанчи. Сложные правила, играют в них только мужчины. Это шашечки, где нужно перепрыгивать через другую шашечку. Достаточно простые правила. Не знаю, при чем тут звезда Давида, но говорят, это корейская игра. Есть классические европейские шахматы и, конечно же, игра в го. Белые фишечки, черные фишечки. Ну, чтобы игра шла веселее, барчик. А это традиционная корейская игра, называется ют. Гиды объясняют правила, ребята все заинтересовались. Еще раз можно это.
Если 4 часа делать 5. Шел 4-й час игры. Надо сказать, что эти настольные игры не бесплатные. $2 за 1 час. Dance Hall. Но он закрыт. Я спросила у гида, есть ли у них дискотеки. Она сказала нет. А я говорю, ну, нелегально. Из-под полы же есть дискотеки. Ну, она так улыбается, понимающая. Конечно, все у них есть, но неофициально. The next day. С утра пораньше товарищ Хан устроил нам зарядку среди гор, очень веселую. Отдельно хочу сказать про наших гидов. Они большие-большие молодцы. Старались нас всячески занимать и развлекать, чтобы мы не тяготились действующими в стране ограничениями. Погода сегодня волшебная. Едем на вершину горы. Прояснилось, стало очень-очень красиво вокруг. Наши замечательные гиды организовали нам обед вот здесь, на вершине горы, в кафешке, которую посещал Ким Чен Ын в 2013 году. И тут уже жарят вовсю мясцо. Янко геймника. Баранину жарят. Так этот ресторан выглядит внутри. Тут уже обедают корейцы. Уютное место. Какая роскошная люстра. Сиропчики. Вы бы какой выбрали? У них достаточно большая кухня. И есть клетка с попугайчиками волнистыми. Такие хорошенькие. А это наш свадебный стол. Баранина на шпажках. И вот у нас такой роскошный обед с видом на горы. Она замаринована в чем-то таком сладком. Безумно вкусно. Ребят, но обед просто зачетный. У меня нет слов. Типа юки, только Это юкхи. Нет, здесь мясо. Сокоги? Это говядина. Это традиционное корейское блюдо. И на севере, и на юге оно есть. Его очень-очень любят. Да, это замороженная говядина, порезанная. Да. Она еще даже не разморожена. Ее делают с яйцом и там со специями. Давай. Это вот курица с женьшенем, которую обычно летом готовят. Внезапно на столе оказалась пицца. Необычная пицца, корейское прочтение, да, итальянской пиццы. А хлебушек больше похож вот на хлеб для десертов, как вот какой-то пирог или тортик. То есть не как для пиццы. Ну, вкусно, мне понравилось. Нам разделали куру. Так. Я не люблю это и все. Вот этот суп хороший, мне нравится. Здесь есть вкус женьшеня, и он достаточно сильный. Паша сейчас как раз страдает, у него проблемы с желудком, и вот этот суп ему можно. Мы уже отвалились, но нам принесли еще. Это суп и рис. В ресторане забрендированный вендинговый автомат с водичкой, с чипсонами и сигаретами. Кстати, курение вредит вашему здоровью. Никому не рекомендую. Высадились на 9 этаже. Тут какие-то столики, кафешка с видом на склон. Кофейня. Но лучший столик заняли корейцы. Цены на кофе в долларах. Нас в кафешке посадили за столик для чайной церемонии, но я заказала себе кофе, а Паша чай тегуанинь. Смотрите, какой кофе у меня с лебедем. И подают с водичкой, как в Италии. Попробуем нашего лебедя. Кофе, правда, отличный. Стоит, правда, дорого. $5. А это нам делают тегуанинь. Зеленый чай по китайской технологии. Заварка методом пролива. Несколько секунд, и
Первая заварка, она всегда выливается, потому что там всякие примеси могут быть. Вот, ароматная чашечка ушла Паше. И сейчас пойдет вторая заварка, которую Паша уже попробует. Но самый сильный вкус начнется с третьей заварки. Пошла третья заварочка. Да, это настоящий тайгуанинь. Вот этот чай тайгуанинь стоит $2,5. Я не ожидала, что за $2,5 у нас тут будет целая китайская чайная церемония. 감사합니다. Барбершоп. 안녕하십니까? О, салон красоты с образцами причесок. Как этот мужчина балдеет. О, теперь его будут приводить в порядок. 5 hours later. Ваню сейчас будут стричь, делать красивым. Какой образец ты выбрал? Первую стрижку. Так. Вот это, да? Самая верхняя? Левая, да. Верхняя левая. А что, мне нравится. А она похожа на твою прическу. Ну она, да, самая консервативная, так скажем. Леша, кстати, очень удобно, когда тебя моют. Да. Ваню подстригли, начинают брить. Виски, щечки, затылок. Вы посмотрите, как он балдеет. Все, Ваня. Чувствую себя котиком. Да, это вот северокорейский сервис. И в обычных народных барбершопах точно так же делают. Лицо полное блаженство. Роскошные сиденья электрические. А это еще с массажным эффектом? Я в Москве так не стриглась. Все хорошо сделают. Вот, опасной бритвой. Мини-массаж. Свеженький такой, молоденький. Массажик. Женщинам так не делают. Мужчинам повезло. Как в Северной Корее кайфуют мужчины. Знаешь, сколько людей реально? А что у нас есть слушай? Корейцы тебя стримят. Сколько на напарников людей тебе за стрижку? Еще за $10. 6500 в Петербурге плачу. $10. Переезжаем. Так, я хочу быть мужчиной. Почему у вас вот такой сервис, а у нас просто стрижка? Тебя полчаса уже массируют. Стилист подключила фен прямо в кресло. $10 за это с массажем. Мастер завершил свою работу. Ты шикарен. Да? Ну это самое главное. Сбросил 10 лет, не меньше. Прекрасно. И точно могу сказать, что ты намного красивее, чем вот этот мужик. Да не, нормально вообще все. Отличная прическа. Отличная Ну вот как раз прическа, да. для офиса. Как дела у Вани посмотрели. Посмотрим, что происходит в женском салоне красоты. А это образцы женских причесок. Не принято у них носить длинные волосы, но заряженные и упакованные кореянки спокойно носят длинные волосы. И никто им ничего не говорит. Аня, выбрала стрижку? Конечно. Из всех водопадов и виноградов я выбрала вполне себе традиционную для европейского лика. Это длинная каре. Симпатично. Студента. А Аня что, не студентка? Я комсомолка и просто красавица. Все так. Аня садится в удобное Аня кресло. ложится. Корейский сервис, конечно, фантастичен во всем. Анечки наши моют голову. Аня балдеет. Пересадили на другое кресло навороченное. Другая девушка сушит волосы. Улыбнись хитро и посмотри на меня глазом. Что у нас тут за косметоз? Косметоз китайский, японский, еще японский. О, а это какой-то местный. Финальный результат. Слушай, ты красивее этой девушки, которая там на картинке. $7. $7? $7.
О, симпатичненько. Массикрён, ски-резорт, Чурю-Паха нас встречает. Зайду в ресторан. Ух ты, прикольно. О, здесь в полу аквариум с рыбками. И это не просто рыбки, это осетры. Животные, голубки нас встречают, ежики. Товарищи уже нас ждут. Красота. Спасибо. Наш свадебный стол. После этого стола я попаду в ад, потому что это стол для чревоугодников. Это традиционные панчаны северокорейские, папоротник, корень колокольчика и маринованная зеленушка. Ну-ка, заценим рыбоньку. Для рыбы. Классная радужная форель. Эту посуду подарил Ким Чен Ын, и мы будем из нее есть. Там внутри рис, бульон. Импотенцию у мужчин. Короче, там внутри рыба, которая повышает мужскую потенцию. Будет много детей. Деликатес этого ресторана. О, Вот готовы. то есть она не в бульоне уже, бульон весь впитался в рис. Там рис, рыба. Там какие-то овощи есть, морковка. Ну, это немножко тушеное такое получается уже. Попробую горшочек. Ням-ням-ням. Здесь остренький соус. Весь рот горит, но я кайфую. Ой, мужчина начинает плакать, а рука показывает лайк. Я пришла на массаж. Это цены. Беру себе whole body массаж за $35 на 90 минут. Спать буду потом, говорят, как младенец. В зоне массажа 2 стола, можно вот со своей парой делать одновременно. А еще есть массаж, когда девушка стоит прямо на вашей спине. Ну все, вот я и в массажном кабинете. Меня ждет релакс и лучший в мире сон. Всем до завтра. The next day. Всем доброе утро. Я спала после массажа как младенец, а массаж он не совсем обычный. Вам выдают шортики, покрывают такой очень приятной тканью и мнут вас через ткань. 90 минут чистого блаженства, а потом сон без задних ног. A few moments later. Давайте подведем итоги. Если коротко, то это чистая роскошь. И вот почему. Ну, во-первых, здесь сделано все для максимального удобства катальщиков любого уровня. Есть трассы новичковые, есть красные для опытных катунов. Так что и сноубордисты, и лыжники найдут здесь чем заняться. Ски-рентал и продажа ски-пасов находятся прямо в отеле. Вы можете приехать сюда абсолютно неподготовленными, и вам все дадут. Ну, конечно же, за денежку. Подъемники, они находятся вот прямо рядом с входом в отель. После каталки вас ждет роскошный релакс. Внизу имеется большой бассейн 25 метров. Есть хамам, есть классическая финская сауна, есть джакузи. А еще вы можете сходить на массаж, сделать укладку, подстричься. Что касается развлечений, имеется игровая комната с разными настольными играми, вроде классических шахмат, корейских шахмат, шашечек, игры в го и, конечно же, традиционной игры в ют. Она понравилась нашим ребятам больше всех. Они с таким азартом в нее играли, что ор стоял выше гор и на весь отель. Ну и как и в любом роскошном корейском отеле, здесь есть караоке. Но туда нам попасть не удалось, так что про караоке я ничего сказать не могу. Теперь поговорим о еде и напитках. Здесь множество различных ресторанов, как и внутри корпуса, так и в отдельно стоящих зданиях. Везде кормят очень-очень вкусно, но очень-очень много. И не каждый может выдержать такое количество еды. Отдельно надо сказать про лекарства. Берите с собой все. И от простуды, и обязательно от расстройств ЖКТ. Имодиумы всякие, энтеросгели, мизимы,
пандинормы, вот все-все-все, что может вам помочь, если вдруг станет очень плохо. А это вполне себе вероятно, потому что кухня непривычная, а закармливают здесь просто, я не знаю, ну как на убой. Для любителей погонять шары в отеле на 2 этажах есть бильярды. И это только американский бильярд, пул. Таким образом, чтобы получить все, что вам нужно, ну, кроме горнолыжных склонов, вам даже не обязательно выходить из своего отельного корпуса. Тут есть все внутри. Даже магазины, где вы можете купить горнолыжное оборудование. Но, предупреждаю, оно дико дорогое. Теперь поговорим о минусах. И первый – это отсутствие доступа в интернет. Я очень удивилась, но в Масикрёне даже за деньги нет Wi-Fi. И единственная возможность связаться с внешним миром – это пойти в телеком-комнату и за $1 в минуту позвонить домой. Остальные минусы находятся за пределами отеля. Пойдемте прогуляемся и посмотрим. Второй минус – нет снега. Весь снег, который здесь есть, он искусственный. Видите, горы за мной, они все такие коричневые. Снег здесь давно не выпадал, поэтому количество открытых трасс, оно очень ограничено. Но такой момент может случиться с вами абсолютно везде, в любой стране. Ну и, наконец, третий минус – это подготовка трасс. Видите вот этого красавчика новенького у меня за спиной? Хотелось бы, чтобы он работал больше и чаще. А так получается, что из 4 открытых красных трасс нормально из них только одна, потому что по ней прошелся ратрак. И то, как он прошелся, только посередине. Обочины, они остались неухоженными, ледянистыми, и местами это просто каток, на котором несет. Единственное, что нас спасает, это хорошо наточенные канты лыж и сноубордов. Обслуживают оборудование здесь качественно, это правда. Ну а так, я рекомендую курорт Масикрён всем любителям горных лыж и сноуборда. Где еще вы сможете покататься вот с такой роскошью, за вами всегда будут присматривать няньки, одна из которых товарищ полковник. Да-да. У нас был не товарищ майор, а товарищ полковник. Уровень, чувствуется уровень, потому что это самое вообще роскошное место в Северной Корее. И люди здесь отдыхают соответствующие. И уровень сервиса классный. Но вот подготовка трасс подкачала, но я надеюсь, что все-таки у них будет больше топлива, и ратраки будут работать чаще. Надеюсь, вам понравилось это видео. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Всем пока!